Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. Добро пожаловать на новый выпуск подкаста, как я теперь его люблю называть, никому не нужного подкаста. Мне кажется, это прям должно быть название этой рубрики. Но ничего страшного, даже те там пару человек или сотня, которые слушают, это все равно очень приятно, очень здорово. Я продолжаю слушать и разбирать дискографию Arctic Monkeys. 3 альбома уже позади, их можно послушать в прошлых роликах, а у нас на очереди четвертый альбом группы, который называется Sucker and See. Что касается их прошлого альбома Hamburg, был он принят весьма неплохо, не так, наверное, помпезно, как первые 2 альбома. У некоторых были к ним претензии из-за смены звучания, но при этом группа такая, как бы, ну и чё дальше? Продается хорошо, люди слушают, концерты есть, и они спокойно занялись новым альбомом. На этот раз основным продюсером пластинки стал Джеймс Форд. Если привести в пример некоторые его работы, то из таких крупных это Florence and the Machine и ее работы, Lungs и Ceremonials. Это альбомы группы Falls, Gorillaz, это Birdie. И сами же Arctic Monkeys вплоть до их крайнего альбома Tranquility Base Casino. Забыл я название альбома, сейчас скажу. Tranquility Base Hotel and Casino. Само название альбома Sucker and See — это идиома, которая обозначает попробовать что-то новое и посмотреть, понравилось ли это тебе. Американцам это не понравилось, поэтому данное название альбома не пропустили на прилавке в магазины и просто заклеивали название альбома стикером с названием группы. Но само название, я считаю, выбрано весьма правильно, и оно отражает само звучание альбома, то, что это действительно опять смена звучания для группы Arctic Monkeys, и действительно пробование чего-то нового, и попытка понять, понравилось ли вам это или нет, и конкретно тут скорее нет. Если вот кратко описать альбом Sucker and See, то это альбом, который впитал в себя все 3 первых проекта группы, и завернул это в более простое и понятное для масс звучание. Наверное, в рамках творчества Arctic Monkeys это первый раз, когда к ним можно применить слово «поп». И если, допустим, звучание Hamburg вам казалось слишком мрачным и темным, а дебютники второй альбом слишком жесткими и громкими, то, возможно, именно в альбоме Sucker and See вы найдете для себя вот то самое. И в целом, после такого их мощно-экспериментального Hamburg, это имеет смысл, потому что группа популярна как никогда, а это значит, что необходимость доказывать свое право на существование необходима просто постоянно. Конкуренция бешеная, люди просят хлеба и зрелищ, нужно что-то давать. Для этого группа выбирает более такое плотное, немножко театральное звучание и немножко не дотягивают до того, что было нужно. Но если заглядывать вперед, то вот то, что было нужно, уже пряталось за углом и впитывало все ошибки данного альбома, томно дожидаясь своего часа, а час его наступает очень даже скоро, потому что, конечно же, это я сейчас вкидываю удочку к альбому AM. Этот же альбом сменил подход Arctic Monkeys к своей музыке и стилю, став более таким доступным, кинематографичным, с любовной лирикой, понятной большему количеству людей. Но несмотря на отличные треки вроде заглавной "Sucker and See", "She's Thunderstorms", "Library Pictures" или "Piledriver Waltz", в творчестве группы впервые стали заметны откровенно слабые композиции. Это, к примеру, "Brick by Brick" или "Reckless Serenade". I wanna build you up brick by brick. I wanna break you down brick by brick. I'm gonna reconstruct brick by brick. I wanna feel your love brick by brick. Oh, brick by brick. Oh,
Раньше, если вы слушали мои прошлые подкасты, мне было трудно выделить какие-то слабые композиции, и все альбомы я называл очень полноценными, очень цельными, которые нужно слушать целиком. Тут же, наверно, эта необходимость впервые в их творчестве отпадает, потому что от прослушивания цельного альбома вы не получите особо никаких примечательных эмоций, и, к сожалению, есть композиции, которые откровенно можно пропустить и вообще ничего не потерять. Местами создается впечатление, что часть материала была сделана как будто вот на автопилоте. То есть, вот знаете, закинули в искусственный интеллект все прошлые проекты Arctic Monkeys, выбрали категорию поп, и вот что-то из этого насочинялось, потому что видно и слышно, что в данный альбом не было вложено какой-то особой души даже со стороны Алекса Тернера и его текстов, которые на этот раз местами звучат, ну, откровенно слабо. Концепт альбома хоть и понятен, но немножко хромает, и кажется, что немножко не хватает вот индивидуальности какой-то. При этом я не могу сказать, что для группы это какой-то огромный шаг назад. Это скорее шаг в сторону, который вот сыграл роль такого немножко детура. Вот знаете, когда ты, допустим, путешествуешь по Парижу и хочешь заехать за город Версаль, а случайно повернул не туда и приехал в Саратов. При этом трудно назвать этот альбом плохим, потому что он таковым абсолютно не является. Но так как мы судим Arctic Monkeys в рамках их же дискографии, то по их заданным стандартам качества это все-таки далеко не великолепный альбом, а просто, ну, нормальный, местами хороший, местами не очень. То есть в целом такой альбом, который вот есть и окей. Поэтому, беря все это во внимание, я данному альбому ставлю оценку 7.0 из 10. То есть это все еще неплохо, уже не так шикарно, но вот что-то в этом роде. Ну вот для меня это 7.0. Очень было бы интересно почитать ваше мнение, опять же, комментарии, можете лайк поставить, можете дизлайк, вообще просто любые взаимодействия с роликом, это важно, это полезно, но самое интересное, конечно же, про музычку поговорить, это я люблю, это я могу. Ну, а у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за прослушивание, всем пока. Your love is like a studded gravel headlight. Your kiss it could put creases in the rain. You're rarer than a kind of dandelion unbuttered. And those other girls are just post-mix lemonade. Suck it and see it never know. Sit next to